Всем большой привет! И сегодня хочу быстренько показать, как сделать вот такую необычную, но очень легкую загибку. Для загибки подставлю слева от обрезанных стоек новые влажные рабочие трубочки. Вы можете, допустим, если у вас стойки еще торчат, также их использовать, дополнительно увлажнить, если они подсохли. Здесь у меня корзинка такая, как станочек. Я иногда ее стала использовать, если мне нужно что-то вам показать или попробовать сделать загибку. В общем, подставляю трубочки. Трубочки у меня из белой потребительской бумаги, обработанные составом клей плюс вода, увлажненные, мягенькие. И все. Либо берем обрезок трубочки какой-нибудь, у меня деревянная палочка, за любую стойку справа от нее под уголком подставляю и начинаю стойки трубочки заводить друг за дружку. Всё. И аккуратненько, быстро завожу. Фиксирую сразу трубочку, которую завела за стойкой, слегка ее прижимаю и уклоняю следующую, одна за другую. Таким образом зафиксировала, немножко уклонила. То есть как бы я немножко ее подгибаю, чтобы ровно моя стоечка заходила одна за другую. Дошли до крайней. Убираем палочку. Также загибаю, довожу до нужного места. В этом месте слегка подгибаю. Легко-легко проминаю и вывожу также наружу. Вот что у нас получилось. Беру абсолютно любую трубочку, которую я вывела наружу, и завожу ее под двумя следующими. Раз, два. Их беру и выкладываю вдоль, сильно не натягиваю, завожу под двумя. Вывожу наружу. И здесь у меня получается вот место стойки и в следующее место. Вот видите, вывела, вот следующая стойка, а я ее огибаю как бы немножко, да мимо нее, и делаю подгибчик вниз. Я сейчас несколько раз вам покажу, чтобы было понятно. Срезала, подставила. Но примерно то же самое я делаю, да, прячу хвостики загибки прямо в плетению, как выполняю свою любимую универсальную загибку. Так, опять беру левую крайнюю трубочку, под двумя, вдоль корзинки под двумя провожу, вывожу наружу и подставляю. Вот получается у меня вот сейчас хвостик, который я уже спрятала. Я его как бы мимо него рабочую трубочку провела на загибку. Подгибаю перед следующей стойкой. И хвостик подрезаю, прячу. Так, здесь такая ситуация, видите, оно немножко болтается. Нужно этому уделить внимание. Укладываю поверх руку, провожу под двумя вдоль корзинки, слегка тяну эту трубочку, которая у меня в руке в правой. Провожу ее под двумя следующими трубочками-стойками. Вывожу наружу и вставляю перед следующей стойкой. То есть мне нужно создать небольшое натяжение, да, чтобы они вот здесь не болтались. Ну и так далее. Снова под двумя провела. Все аккуратненько прижала, загнула, подрезала, ставила поверх. Тут на самом деле не принципиально. Вы можете под одной провести, потом сверху за двумя или под двумя, перед двумя. Тут насколько хватит длины вашей трубочки. Но я показываю, как у меня сделана загибка именно на той корзине, на хлебнице. Так, под двумя. Так.
Поправляю все аккуратненько. Давно я уже ее не делала. Да я не помню на самом деле что-то, почему я ее сделала. Как-то вот так вот мне захотелось и раз и придумала. Так, аккуратненько, аккуратненько прижимаю, веду до следующей. Очень мне удобно, чтобы не ошибиться. Вот вставляю палочку до места, где мне нужно сделать сгиб. Прям перед этой палочкой. Так. Опять под двумя. И эта загибка тоже очень проста, легка в исполнении. Единственное, повторюсь, да, нужно будет, может быть, пару-тройку раз потренироваться, если у вас навыка на загибках нет, а если у вас уже есть навык, то здесь вообще ничего сложного абсолютно. Самая легкая, простая загибка. И смотрится, я думаю, симпатично. Но опять не ко всем корзинам ее можно применить, но если вы желаете, то к своей корзинке можете ее сделать. Так, я специально взяла контрастные трубочки, чтобы вам было все более-менее понятно. Да и вообще это как-то, мне кажется, вот такое сочетание цветов смотрится превосходно. Так, вот доходим до последних трубочек, стоек. Подрезаю. И здесь все так же, как я вам показывала при загибке универсальной. Да, смотрите, вот дошли до этого места. Нам нужно под двумя трубочками провести. Одна у меня есть, вторая вот она. Поэтому я ее завожу как бы под вторую. Так, хвостик. Угу. Завела, подтянула, вывела и в этом месте подогнула, чтобы все по рисунку было. Опять раз, два, вот в это место нужно вывести аккуратненько. Вывожу, подтягиваю. И теперь вот в это место. Так. Все, ставила. Ура! Вот на ваших глазах все сделала. Сейчас выложу мой груз. Так, это загибка. Ну, я, конечно, на скорую руку особо не старалась. Просто схематически вам показала, как это все делается. Все можно подправить. Так. Так вот она сбоку смотрится. Ой, не убегай. Камера. Ой, смотрится вообще. Вкусняшка получилась. Вкусняшка. Ну вот и все, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Мне будет очень приятно, если вам такая загибка пригодится. Оставляйте ваши комментарии. Не забывайте поддержать мой канал лайком. И до новых встреч. Пока-пока.